У нас сегодня тема интернациональные и межконфессиональные браки. Что об этом думают россияне? По нашему анонсу вы видели, что проведены социологические опросы на тему брака и семьи. И то, что противников на самом деле таких браков очень много. Но тем не менее в Татарстане каждый третий брак – это интернациональный. Вот об этом и хотелось поговорить. С 98 года я занималась темой международных браков. В России тогда был бум разводов, и выйти замуж за иностранца считалось способом спасти жизнь себе и своим детям. Тогда лидировали браки с западными мужчинами, Западная Европа и Америка по экономическим причинам. За это время брачная мода пережила несколько изменений. Мы видим, что сейчас лидируют браки православно-мусульманские. И мы часть из них существенную тоже называем международными, потому что очень выросла диаспора из Азербайджана в Москве, например, да, это то, что у нас под носом происходит. А сейчас, если в советские времена было 3000 азербайджанцев, то сейчас их под миллион, и нужно понимать масштабы миграции, в том числе и брачной. Это Турция, и это Сирия, и мы видим, что эти браки по сравнению с западными более устойчивы. Основная причина, она такая культурологическая, я бы сказала, потому что очень похожи модели семьи, мусульманская и православная. И это объясняет устойчивость и большую привлекательность для россиянки браков с мусульманами. Конечно, часть из нас объединяет советское прошлое, и советское образование, общий язык и общие установки на жизнь, они тоже помогают удерживать эти браки. Но если говорить совсем конкретно, то для мусульманской и православной модели семьи характерный высокий авторитет мужчины. Просто в православном варианте он более формален, и реальная власть, и ответственность принадлежит женщине. В мусульманском варианте это все-таки реальная власть мужчины. И, видимо, это то, чего не хватает сегодняшней россиянке: стабильности, устойчивости и готовности со стороны мужчины принять на себя ответственность за нее и за своих детей. Вот такая общая картина. Хотелось бы сказать, что для Республики Татарстан прежде всего характерны межнациональные браки и между основными этносами, которые населяют нашу республику, между русскими и татарами. И, конечно же, есть у нас браки между татарами и марийцами, татарами-удмуртами, удмурты и марийцы. Русские предпочитают, если вступают в межнациональный брак, либо татары, либо мордва, либо чуваши. И в последний год, буквально последние 2 года, наверное, скорее, для нас актуальность также приобретает и браки с гражданами стран, с выходцами из стран СНГ. Говоря о браках с иностранцами, у нас такая тенденция, что пик был в 2007 году, 850 браков. Это малая доля, учитывая, что если в республике 30 тысяч браков в год заключается, и вот 800 браков с иностранцами, но это даже до 1% не дотягивает, безусловно. И сегодня эта тенденция идет на спад. Мало того, у нас вот за первое полугодие только 200 браков с иностранцами заключено. И мы полагаем, что, по-видимому, вот наши девушки, увидев все эти прелести заграничной жизни, сегодня возвращаются, потому что в то же время растет динамика разводов, тех браков, которые были заключены с лицами других государств. А говоря о межнациональных браках, вот потому что сегодня я еще хотела бы отметить, что четкой статистики очень жесткой нет. Как мы все знаем, графа национальность у нас исключена из паспортов. В 1997 году были изменения в федеральный закон об актах гражданского состояния, когда национальность теперь с 1997 года указывается по желанию лиц, вступающих в брак, либо расторгающих брак. И поэтому вот все те цифры, которые мы сегодня будем приводить, и вот которые у нас есть на графике, это те цифры, которые, когда граждане, расторгая брак или заключая брак, по собственному желанию указали свою национальность. То есть, но, тем не менее, мы полагаем, что вот эта выборка, она достаточна для того, чтобы характеризовать какой-то тренд, который сегодня наблюдается в семейно-брачной демографии. И так вот, что мы видим? Уважаемые коллеги из Москвы, вот обратите внимание, красный – это государственная регистрация актов заключения брака. У нас стабильно 29 тысяч, то есть 30 тысяч браков в год в среднем заключается по Республике Татарстан. Это верхние красные стрелочками. И внизу процентные, это желтые проценты, это число межнациональных браков.
Опять-таки, повторюсь, в той массе, когда люди указали свою национальность. Но, тем не менее, стабильно 21, 23, 22%. То есть сегодня мы можем говорить о том, что практически каждый пятый брак, который заключен в Республике Татарстан, является межнациональным. Вот это такова тенденция, динамика по регистрации браков. И тут бы, нам хотелось бы сразу же показать, вот, а что же по разводам? Потому что есть такое мнение и в ученой среде, особенно среди социологов, в последние годы, когда говорят о том, что межнациональный брак, он не очень крепок. То есть у него больше шансов и больше случаев для развода. А что же мы видим на фактах? Вот на тех цифрах, которыми мы оперируем. Государственная регистрация актов о расторжении брака. Второй. По расторжению брака, разводы. Если мы помним, 30 тысяч браков и в среднем 15 тысяч разводов в год. Но соотношение 1 к 2. И вот межнациональные разводы. Мы с вами видим с 24%. Буквально 10 лет назад, 2001 год, мы дошли с вами до 11%. Из числа разводов, если у нас вот 1 к 2 соотношение в общей массе браки и разводы, то в межнациональных браках и разводах соотношение 1 к 4. То есть только каждый 4-й брак межнациональный заканчивается разводом. При нашей организации мы создали Центр создания семьи. К нам обращаются женщины, мужчины разных возрастов, и мы с большим удовольствием, с большим желанием помогаем им в создании семьи. К нам приходят люди разных национальностей, и у всех свои требования, свои пожелания, мы со всеми работаем. То есть у нас сейчас направленность такая, практическая получается. На практике мы стараемся осуществить, внедрить самые такие семейные ценности. Еще мы стараемся не только помочь при создании семьи. У нас также есть такой центр до развода, который помогает в сохранении семьи. Да, психологическая помощь. Дело в том, что вот в тот момент, когда в семье еще какие-то конфликты начинаются, мы уже с этой семьей начинаем работать, чтобы они не дошли до развода, чтобы пока еще они не подали заявление, успеть как-то им помочь. Я хотел бы задать вопрос Ольге Ивановне Маховской. А почему все-таки вот, в нашем обществе, наверное, не только в Москве, но почему так вот не принимаются межконфессиональные или межнациональные браки? Это понятно, что это связано с высоким уровнем ксенофобии. Все-таки, то есть любой иностранец, тем более, который посягает на русскую женщину или там посягает на то, чтобы быть равным, он может вызывать презрение, неприятие, агрессию. Это до сих пор есть. Я думаю, что эти цифры сопоставимы. Вторая причина – это то, что все-таки международные браки имеют дурную репутацию. Я сама к этому приложила немало. Знаете, ситуация в Татарстане и в целом по миру, она радикально отличается. И это отдельный вопрос, а почему такая благополучная и картина, и динамика в Татарстане? Это отдельный вопрос. Наверное, мы сегодня про это тоже поговорим, потому что это безумно интересно и радостно. Но в целом вот эти скандальные разводы с отнятием детей, гибелью детей, они работали на снижение репутации. И если говорить о неприятии россиян, то если брать там московский регион, то это уже неприятие ко всякому приезжему. То, что у москвича такое ощущение, что все приезжают, плодятся и отнимают у него квадратные метры. Это комплекс москвича, такой комплекс инвалидский, я бы сказала. Да? И к этому нужно относиться с сочувствием. И пытаться договариваться, потому что, в общем-то, организации экстремистского плана существуют, и они вырастают именно на такой почве родительского неприятия любого иностранца.